Всем огромный привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу одну из своих последних посылок. Посылка мне пришла с сайта Рукоделие с Заряны. Это украинский сайт, и на данный момент там нет международной доставки. Ну и мне пришла вот такая небольшая посылка, я ее уже открыла, так что давайте сейчас посмотрим, что я заказывала для творчества. Мне пришло не так много материала, но все-таки это то, что на данный момент мне было нужно. Ну и тем самым в конце видео я немного расскажу вам про сам фетр, который я использую в своих детских книгах. Ну а теперь немножко по цветам. Тейп-лента. Обычно я тейпирую цветы именно гофрированной бумагой, но иногда бывают такие моменты, когда делаешь очень маленькие цветочки, нужно задекорировать саму проволоку, поэтому я использую тейп-ленту. Она на клеевой основе, и с ней очень удобно работать. Единственная проблема, что все-таки горячий клей на нее очень плохо клеится. Еще лак. Когда-то я делала чернику из полимерной глины, поэтому я решила на этот раз взять лак. Это акриловый лак на водной основе, и он глянцевый, поэтому блеск давать будет очень хороший. Многие, конечно, заменяют лаком для ногтей, но у меня был момент, когда у меня лак для ногтей откололся от полимерной глины, и мои ягодки выглядели совсем некрасиво. Поэтому я решила, что лучше использовать такой лак, и это будет держаться намного надежнее. Ну а также для фоамирана, для того, чтобы сделать более интересные листья или тычинки, я взяла себе флок. Видео, как я делала веточки вербы, там можно было заменить шерсть на флок. Я бы это сделала, но на тот момент у меня не было его, и он бы, конечно, выглядел более реалистично и более натурально. Ну а также флоком можно делать красивые мелкие тычинки и саму фактуру лепестка, такого как цинерария или еще какие-то есть цветочки, они прям бархатные сверху, поэтому будем пробовать. Будем засыпать это все флоком и будем делать красоту. Ну и самое важное — это проволока. Да, я использую электрические провода, и в принципе я использую любые провода, которые нахожу дома. Я на этом не зацикливаюсь, главное, чтобы мне походил по толщине. Но есть моменты, как я уже говорила, когда мы делаем очень мелкие цветочки, или нам нужно сделать какую-то маленькую тычинку для цветочка, или добавить прожилку в лепесток, где проволока должна быть очень тоненькая и желательно в обмотке, для того, чтобы потом поверху не обматывать тейп-лентой или той же самой гофрированной бумагой. И бывают моменты, когда без такой проволоки просто-напросто не обойтись. На этот раз мне пришла проволока разная по толщине, где очень тоненькая, где потолще. И толстая проволока пришла в 30 сантиметров длиной, ну а потоньше 60. Это очень удобно для тех, кто делает венки. Нам не нужно соединять венок из 2 или 3 частей проволоки. Мы просто берем одну 60-сантиметровую и начинаем с нее крутить веночек. На сайте предоставлено просто огромный выбор по толщине проволоки. Я вообще не разбираюсь по толщине, знаю только, что самая, по-моему, тонкая 0,3 мм. Иногда для цветов я использую 0,6-0,7, но для ножки цветочка, по-моему, идет 1 мм, что ли. Надо, короче, заняться этим вопросом и изучить, какая проволока для чего подходит. И ее еще где называют флористическая проволока, а где герберная. Ну а теперь переходим к фетру. Также мне в посылке пришли вот такие маленькие фетровые заготовки, которые можно использовать в своих работах. Я люблю делать книги, но у меня это занимает много времени, поэтому я делаю это редко. И обычно я для него использую фетр, который у нас продается в магазине. И в принципе, наверное, в магазине у нас продается только китайский фетр. Или просто-напросто они не говорят, чей это, потому что у нас продается он по листам. Выбираешь себе лист, и часто бывает, что он разной толщины. На сайте предоставлено несколько вариантов фетра, поэтому сегодня посмотрим, чем между собой он отличается, и все-таки какой из них для чего лучше использовать. Здесь есть Турция, Китай, Корея. Ну и первый фетр — это Турция. Он жесткий, и толщина его 1 мм. Вот, наверное, приблизительно таким я и пользовалась в своих книгах. Он жесткий, и тем самым мне нравится работать. Почему именно с жестким фетром? Потому что его очень легко и просто нашивать на сами странички в книгах. Также фетр Китай. Написано, что он 1 мм, но у нас в магазине продается подобный, и там пишут толщина 2 мм. Он мягкий.
И им хорошо делать какие-то более круглые, объемные игрушки. Он немножко тянется, поэтому на нем никогда почти нету видно каких-либо складочек. На книгу, конечно, пришить такой фетр сложнее. Было такое, что я пришивала квадрат, в итоге получился совсем не квадрат, потому что углы немножко вытягиваются, и в книгах приятнее и удобнее работать с жестким фетром. В моем городе, в Беларуси, не продается корейский фетр. Я всегда, конечно, хотела посмотреть, чем он отличается от другого фетра. Его очень сильно хвалят, и людям нравится с ним работать. Особенно я заметила, что с ним работают именно те, кто делает детские украшения для волос. Один фетр у меня мягкий, и что могу сказать, он очень мягкий. Он настолько мягкий, что его хочется трогать, трогать и трогать. Но еще он однородный. В нем нету никаких пробелов, и выглядит он просто вот как одно сплошное полотно, без каких-либо изъян. Но также есть жесткий фетр, он точно такой же на ощупь, очень мягенький, и цвета в нем очень красивые. Ну а если сравнивать фетр между собой, вот два листа фетра. С одной стороны Турция, с другой стороны Корея. И как вы видите, плотность цвета, плотность, не знаю даже как набивки или как правильно это все описать, совершенно разная. У турецкого фетра, наверное, так же как и у китайского, он немножко светится. И он сделан неоднородно. Он немножко с такими проплешинами. Поэтому тут уже каждый должен выбирать для себя, для чего он хочет использовать фетр, так как стоимость фетра совершенно разная. Но я для книг использую весь, любой, и для всего нахожу применение. Так что, если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. И всем пока-пока!